Амада похитили, и он снимает ограничители с кода. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. По указанию Шикомару пароль к двери сменили, и Наруто не может туда попасть. Вы что, меня домой не пускаете? Вышли спойлеры в сканах 70 главы манги Боруто и даже пересказ главы, но мы пройдемся по основным и самым интересным моментам этой главы, потому что как выйдет полностью глава на русском, я выпущу еще один ролик на канал по 70 главе, а именно озвучкой этой главы от начала и до конца. Глава называется «От всего сердца». И, кстати, да, по секрету вам скажу, что фраза для снятия ограничителей кода звучит так. Конец дресс-коду. Ну или никакого дресс-кода. Скорее всего, никакого дресс-кода это будет правильнее. На первом скане Эйда, видимо, почувствовала приближающегося Наруто. Шикомару думает, что же ему делать. А затем Наруто пытается разгадать новый пароль, так как старый не подходит. А для выбивания двери он, видимо, старый. Вот этого мне непонятно. Почему нельзя просто было выбить дверь? Она вступит. Затем нам показывают диалог Каваки и Сумире. Каваки негодует и говорит, что ему нужна карма. На этом скане у нас уже пошел диалог между Шикомару и Амада. Так вот, значит, как. Пожалуй, это лучший выход из сложившейся ситуации, и я не шучу. Это фраза Шикомару. Ситуация хуже некуда, и я могу умереть из-за Каваки. Я уже был при смерти. Да тут еще и Эйда. Извините, но я не могу так рисковать. Что ты хочешь сказать, Шикомару-кун? Существование Каваки должно быть проблемой для вас сейчас. Он был катастрофой для Канохи с самого начала, и даже Хокаге Дано больше не может контролировать его силу. Вот тут непонятно. Очень странно, что Амада знал с самого начала о том, что существование Каваки это проблема для Канохи с самого начала, и при этом всем он вернул ему карму. Зачем? На этом скане Саски и Боруто подбегают к Наруто, который не может открыть запароленную дверь от комнаты. И Шикомару начинает догонять, что Эйда уже знает, что происходит за пределами этой комнаты. Далее Эйда начинает паниковать, так как почувствовала приближение Каваки. Она говорит типа: «О боже мой, скорее, Кода, пойдем домой». Что случилось? Каваки приближается, скоро будет здесь. Ну, такой диалог завязался, короче. Далее нам показывают, как Каваки летит прямиком к этой комнате. Кода тоже не хочет появления Каваки, потому что тот может закрывать царапины Кода, и тогда они не смогут свалить. То же самое, в принципе, и сказал Каваки на этой странице. Кода запинывает Амада в царапину, отправляет его в другую локацию и думает тоже зайти, но Шикомару ловит Эйду и Кода своей тенью, и тут Шикомару пытается сломать дух Эйды, напоминая про Каваки. Типа она же хотела с ним увидеться, почему бы им этого не сделать? Но Эйда, грубо говоря, кидает в игнор Шикомару и обращается к Дельте. Типа: «Йоу, крошка, можешь мне помочь, а то у меня, как видишь, проблемы с этим типом». Ну и Дельта молча помогает Эйди, напав на Шикомару, чем сорвала ему технику теней. Ну естественно, враги этим воспользовались. И затем нам показывают кусок уже головы Кода, который говорит что-то типа «было весело». И в этот момент откуда-то из вентиляции выпрыгивает Каваки, который, понятное дело, не успел. И страсти уже накаляются. Амада оказывается там, где бы никто не хотел оказываться. В полной жопе. И малой тут же начинает еще и душить Амада, которому и без него плохо. Типа: «Эй, старый, давно не виделись». И уже на следующем скане Амада называет пароль для снятия ограничителей. Никакого дресс-кода. Затем происходит вспышка, ограничители сняты, и мы видим изменившегося Кода с черными ногтями и, скорее всего, белый. То ли волосы, то ли весь он белый. Ну, малой именно так и сказал, типа белый. И я не думаю, что он имеет что-то против белых, потому что этот японский иероглиф обозначает типа белый цвет. Кода говорит, что теперь он настолько силен, что никому не проиграет 100%. И в ответ ему никто не противоречит. Ну и потом Амада становится для него бесполезным, и он угрожает ему тем, что прикончит его, замахиваясь своей лапой. И глава на этом заканчивается. Как по мне, смерть Амада уже отсекается, лишь потому, что глава закончилась вот так. Если бы авторы хотели убить Амада в этих событиях, то они бы и закончили главу не занесенной рукой, а хотя бы с проткнутым насквозь телом Амада. Это лишь означает, что что-то будет. Но
не заканчивают главы вот так, если есть смерть персонажа. Тем более такая скорая. Типа сейчас он занес руку, а в следующей главе проткнул в начале. Ну, не очень как-то. Интрига была сделана не для этого. Скорее всего, Каваки, Боруто, Наруто и Саски засенсорят чакру кода через царапину и пойдут на запах, так сказать, спасать Амада в следующей главе. Иначе Амада придется прописывать ГГ в чат. Ну, либо гений на Амада с IQ 400 все спланировал, как Айзен из Блича и раскидает бомжей. С вами был Ганзи, еще услышимся.